Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Разоблачаем ошибки обвинения». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Как вы знаете, мы разбираем всегда важные правовые вопросы, громкие дела, стремимся к торжеству справедливости. Сегодняшнее видео опять посвящено делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Это дело, которое вызывает широкий общественный резонанс. Я считаю своим долгом осветить его с юридической точки зрения, чтобы вы, мои зрители, могли понять, что на самом деле происходит в судебном заседании, и сделать собственные выводы. Сегодня мы разберем ключевые аспекты дела, новые факты, которые подтверждают слабость позиции обвинения. Проведем юридический анализ видеофрагментов, используемых в деле, и дадим рекомендации стороне защиты для предстоящего завтрашнего судебного заседания, которое состоится 18 июня 2025 года. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан, комментируйте, распространяйте, донатьте, реквизиты в описании и в первом закрепленном комментарии под видео. Поехали! Друзья, как вы знаете, дело Вячеслава Зинченко – это одно из самых обсуждаемых уголовных дел в Украине. Завтра, 18 июня 2025 года, состоится очередное судебное заседание, и, как стало известно, Вячеслав Зинченко намерен подать ходатайство об отказе от услуг одного из своих адвокатов, Юрия Немировского. Это решение, как сообщила его мать Елена Зинченко, согласовано с семьей, включая отца Вячеслава, и отражает позицию самого обвиняемого. Семья Зинченко настроена оптимистично и рассчитывает на победу в этом деле. Кто же внушает им такую уверенность? Судя по всему, это адвокат Сулейма, который, вероятно, играет ключевую роль в стратегии защиты. Однако, как я понимаю, завтра на заседании не будет ни Немировского, ни, скорее всего, Сулеймы, поскольку последний ранее заявлял, что не сможет присутствовать по объективным причинам, как он сказал, физически. Таким образом, на заседании будет представлен только третий адвокат Воронюк. И здесь возникает вопрос, насколько хорошо он подготовлен, изучил ли он материалы дела, сможет ли он эффективно представлять интересы Зинченко. Это вызывает, друзья, определенное сомнение. Я вернусь к этому позже, когда буду давать рекомендации стороне защиты. Сегодня я хочу сосредоточиться на одном ключевом аспекте дела, который, на мой взгляд, подрывает позицию стороны обвинения. Это видеофрагменты, которые якобы подтверждают вину Зинченко. Но, как мы увидим, на самом деле они указывают на серьезные ошибки следствия. Давайте разберемся шаг за шагом. Итак, друзья, в чем суть проблемы? Сторона обвинения пытается убедить суд, что три персонажа, зафиксированные на видеозаписях, человек в панамке и очках, человек в кепке и лицо, похожее на Зинченко, это один и тот же человек, а именно Зинченко. Это ключевая часть их обвинения, но я утверждаю, что эта позиция не просто ошибочна, а юридически несостоятельна. И сегодня мы разберем почему. На прошлом заседании 11 июня адвокат Немировский попытался подать ходатайство, приложив к нему 3 скриншота из видеоматериалов дела.
К сожалению, суд не принял это ходатайство. Причины трудно сказать точно. То ли из-за того, что видео было размещено в ТикТок, то ли из-за отсутствия формальных реквизитов файлов, то ли по другим причинам. Но факт остается фактом. Ходатайство не принято, хотя оно указывает на важное обстоятельство. И это обстоятельство, друзья, настолько значимо, что оно может перевернуть ход дела. О чем идет речь? Сторона обвинения использует видеоматериалы, чтобы связать Зинченко, который якобы перемещался возле арендованных квартир, с неким человеком в панамке и очках, а также с артистом в кепке, которого они считают похожим на Зинченко. Лично я, да и, пожалуй, многие из вас не видят этой схожести. Но обвинение настаивает, что это один и тот же человек. Чтобы опровергнуть это, Немировский подал ходатайство, ссылаясь на статью 62 Конституции Украины, которая закрепляет презумпцию невиновности. Напомню, никто не может быть признан виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. И сегодня мы разберем два видеофрагмента, которые, на мой взгляд, полностью опровергают позицию обвинения. Переходим к самим видеофрагментам. У нас есть два видео, снятых камерами Хмельницкий-20 и Хмельницкий-27 19 июля 2024 года в промежутке с 20 часов 49 минут по 20 часов 55 минут в городе Львов. Напомню, что убийство Ирины Фарион произошло в 19 часов 29 минут того же дня. Все записи, сделанные до момента убийства, были тщательно отфильтрованы следствием. Видимо, чтобы убрать все, что могло бы противоречить их версии. Но вот записи после убийства, похоже, не получили должного внимания. И это их ошибка. Потому что именно эти видео содержат ключевые доказательства в пользу защиты. Давайте разберем первый фрагмент, снятый камерой Хмельницкий-27 19 июля в 20:49. На видео мы увидим трамвай, который проезжает по улице, затем из-за него появляется человек в кепке, движущийся в направлении противоположном трамваю по одной стороне улицы. Одновременно на другой стороне улицы появляется человек, похожий на Зинченко. Это критически важный момент. Оба персонажа видны в одном кадре одновременно. Это исключает возможность того, что это один и тот же человек, как утверждает обвинение. Смотрим видео. Вот мы смотрим, друзья, видео. Это камера Хмельницкий-27. Время 20:50. Дата 19.07.2024 год. Ну, сейчас где-то в районе 20:53 по видеозаписи на противоположной стороне улицы остановится трамвай, из-за него выйдет кепка. Ну, а перед этим, вот по ближней к нам стороне улицы, пройдет человек, похожий на Зинченко. В противоположную от нас сторону. Сейчас мы его увидим.
Время 20:51. Вот он, похожий на Зинченко, идет в ту сторону с телефона. Ушел. Внимательно следим. Сейчас 20:52. Ждем появления трамвая. Вот трамвай поехал в одну сторону. Сейчас с другой стороны подъедет трамвай. Время 20:53. Вот подъезжает трамвай. Сейчас из-за него выйдет кепка. Вот он выходит с рюкзачком, машет кому-то в маршрутке и движется дальше. Сейчас он за маршруткой, будет видны его ноги. И тут же, вот с противоположной стороны улицы, ближней к нам, появляется человек, похожий на Зинченко. Вот он идет к нам, движется. И сейчас мы его увидим более масштабно. Время 20:54. Теперь второй фрагмент, снятый камерой Хмельницкий 20. То же место, другой ракурс в 20:52. Та же дата, 19 июля 2024 года. Здесь мы увидим ту же картину, но с другого ракурса. Человек в кепке с рюкзачком движется по одной стороне улицы, а человек, похожий на Зинченко, по другой. Время с 20:53 до 20 часов 54 минуты. И оба они появляются, опять же, одновременно в одном кадре. Движутся в разных направлениях. Это неопровержимо доказывает, что это два разных человека. Смотрим видео. А теперь камера Хмельницкий 20. То же самое место, то же время, 20:52. Та же дата, 19.07.2024. Следим. Сейчас на противоположной стороне появится один, а на ближней к нам стороне появится другой. Одновременно в одном и том же кадре.
Ждем трамвая. Вот пошла кепка туда, а по другой стороне, видите, идет Зинченко. Время 20:54. Теперь давайте проведем юридический анализ. С точки зрения уголовного процесса, видеоматериалы являются объективным доказательством, которое должно быть исследовано судом в соответствии со статьей 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Эта статья обязывает суд рассматривать все доказательства в их совокупности, оценивать их достоверность и допустимость. В данном случае видеофрагменты, на которых два человека зафиксированы одновременно в одном кадре, прямо опровергают версию обвинения о том, что это один человек Зинченко. Более того, эти видео подтверждают нарушение принципа объективности со стороны следствия, закрепленного в статье 9 Уголовно-процессуального кодекса, которая требует от следствия и обвинения собирать как обвинительные, так и оправдательные доказательства. Обвинение игнорирует эти видеофрагменты или интерпретирует их в свою пользу, что является манипуляцией. Согласно статье 95 Уголовно-процессуального кодекса, видеозаписи как доказательства должны быть проверены на подлинность и соответствие обстоятельствам дела. Если обвинение считает, что оба персонажа это Зинченко, оно обязано предоставить убедительные доказательства, например, результаты экспертизы, подтверждающие идентичность лиц. Однако таких доказательств в деле, по моей информации, нет. Вместо этого обвинение опирается на предположение, что юридически недопустимо. Кроме того, использование видеоматериалов, снятых после убийства, без должного анализа, указывает на небрежность следствия. Если они вычистили записи до убийства, то почему не уделили внимания записям после? Это наводит на мысль о предвзятости, что противоречит статье 10 Уголовно-процессуального кодекса, требующей беспристрастности. Более того, попытка представить двух разных людей как одного может быть квалифицирована как введение суда в заблуждение, что является серьезным нарушением процессуальных норм. Теперь давайте разберем, почему позиция обвинения несостоятельна. Во-первых, обвинение не предоставило объективных доказательств того, что человек в кепке, человек в панамке и очках и человек, похожий на Зинченко, это одно лицо. Вместо этого они опираются на визуальную схожесть, которая, как я уже сказал, не очевидна ни мне, ни многим из вас. Визуальная схожесть не является доказательством в уголовном процессе. Согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса, суд оценивает доказательства на основе внутреннего убеждения, но это убеждение должно базироваться на объективных данных, а не на субъективных предположениях. Во-вторых, обвинение игнорирует принцип презумпции невиновности, закрепленный в статье 62 Конституции Украины. Напомню, бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения. Если есть сомнения в виновности, они толкуются в пользу обвиняемого. Видеофрагменты, которые мы сегодня обсудили, создают такие сомнения. Более того, они прямо опровергают версию обвинения. Если два человека появляются одновременно в одном кадре, как можно утверждать, что это один человек? Это логически
и юридически абсурдно. В-третьих, обвинение демонстрирует выборочный подход к доказательствам. Они тщательно отфильтровали записи до убийства, но просмотрели записи после, которые выгодны защите. Это указывает либо на халатность, либо на умышленное искажение фактов. В любом случае это подрывает доверие к следствию. Если обвинение так уверено в своей правоте, почему не отправить эти видео на независимую экспертизу? Это был бы логичный шаг, но его нет. Наконец, я не могу не упомянуть общее давление, которое обвинение оказывает на всех участников процесса. Мы видим, как они давили на Немировского, что, похоже, привело к его уходу из дела. Давили на Сулейму, и теперь у нас есть Воронюк, чья готовность вызывает вопросы. Это давление, друзья, не только на адвокатов, но и на суд. Если суд поддастся и примет решение на основе недоказанных предположений, это будет грубейшее нарушение принципа независимости судей, закрепленного в статье 129 Конституции. А такое решение неизбежно будет оспорено в апелляции, что может привести к серьезным последствиям для судей, от лишения премий до потери статуса. Я сравниваю это с ситуацией, когда кто-то заявляет, я имею в виду россиян, агрессоров, что они якобы захватили какое-то украинское село, которое еще не захватили. И после этого уже пытаются подогнать реальность под свою ложь, под свои ложные показания. Обвинение заявило, что раскрыло дело, но вместо того, чтобы представить железные доказательства, они строят свою версию на шатких предположениях. Это не правосудие, а попытка выдать желаемое за действительное. Теперь давайте перейдем к рекомендациям для стороны защиты. Завтрашнее заседание – это важный момент, и защита должна использовать его максимально эффективно. Вот что я советую. Первое. Защита должна повторно заявить ходатайство о приобщении видеозаписей с камер Хмельницкий-20 и Хмельницкий-27 к материалам дела. Важно устранить формальные недостатки, из-за которых предыдущее ходатайство Немировского было отклонено. Например, указать точные реквизиты файлов, номер тома, страницы дела, где находятся видео, чтобы у суда не было оснований для отказа. Эти видео – ключевое доказательство, опровергающее версию обвинения. И их приобщение обязательно. Второе. Защита должна ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, чтобы установить, являются ли лица на видео одним человеком или разными людьми. Экспертиза должна включать анализ биометрических данных, походки, одежды и других характеристик. Это предусмотрено статьей 242 Уголовно-процессуального кодекса. Если обвинение уверяет, что это один человек, пусть докажет это через экспертизу. Отказ обвинения от экспертизы будет свидетельствовать о слабости их позиции. Третье. Защита должна заявить, что следствие нарушило статью 9 Уголовно-процессуального кодекса, не собрав оправдательные доказательства. Видеофрагменты, показывающие двух людей одновременно, были проигнорированы или неверно интерпретированы. Это должно быть зафиксировано в протоколе заседания суда, как доказательство предвзятости. Четвертое. Защита должна акцентировать внимание суда на том, что обвинение не выполнило бремя доказывания, требуемое статьей 62 Конституции. Видеофрагменты создают разумное сомнение в виновности Зинченко, и суд обязан толковать их в пользу обвиняемого. Пятое.
Если адвокат Воронюк будет единственным представителем защиты на заседании, ему следует заявить о возможном давлении на адвокатов, что привело к отказу от Немировского и отсутствию Сулеймы. Это может быть использовано для ходатайства о переносе заседания, чтобы обеспечить полноценную защиту в соответствии со статьей 315 Уголовно-процессуального кодекса. Если Воронюк будет единственным адвокатом, он должен быть готов активно опровергать доводы обвинения. Ему следует изучить видеоматериалы и быть готовым комментировать их в суде. Если он не успел ознакомиться с делом, защита может попросить суд о предоставлении дополнительного времени для подготовки в соответствии со статьей 315 Уголовно-процессуального кодекса. Учитывая, что дело широко обсуждается, защита может указать на общественный интерес и необходимость прозрачного рассмотрения. Это усилит давление на суд, чтобы он действовал в рамках закона и не поддавался влиянию обвинения. Эти шаги, друзья, помогут защите укрепить свою позицию и поставить под сомнение версию обвинения. Если суд примет эти видеофрагменты и назначит экспертизу, это может стать поворотным моментом в деле. Друзья, мы с вами разобрали ключевой аспект дела Вячеслава Зинченко, видеофрагменты, которые, на мой взгляд, опровергают версии обвинения. Это не просто ошибка следствия, это системная попытка выдать желаемое за действительное. Но я верю в силу правосудия. Мы не можем допустить, чтобы невиновный человек был осужден на основе шатких предположений именем Украины. Суд должен действовать независимо, а защита активно использовать все юридические инструменты, чтобы добиться справедливости. Завтрашнее заседание станет важным этапом. Я призываю сторону защиты быть решительной, а суд объективным. Мы как общество следим за этим делом, и мы хотим видеть правосудие, а не расправу. Наш девиз звучит так: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоя. Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне. Осанна вышних». Мы победим. Спасибо, друзья, за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь им с друзьями, пишите в комментариях, что вы думаете об этом деле. До новых встреч! С вами был юрист Валерий Табаков. За справедливость, за правду, за победу!